Всем привет, вы на канале Twin Китая. Мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Сейчас мы осматриваем весь Ривингтон. Тут мы были, тут идем дальше. Это что за место? Подожди, я сюда... Где? Вход есть, входа нет, это просто дом. Поняла. Пошли сюда, значит. Я еще сейчас вызову собачку. Смотри, ты шкрябик мой. Шкрябик, у шкрябика только укус. О, почтовый ящик. Пустой почтовый ящик. Объявление о почтовых голубях. Вы разводите птиц и любите письма, или, может, живете рядом с парком, где поймать голубя проще простого. Как бы то ни было, курьерская служба побережья мечей. Наш девиз: мы служим, чтобы доставлять, платит двойную цену за любых способных хоть как-то летать голубей, которых вы можете изловить. Подробности узнавайте у почтмейстера Аркрайта. Примечание: мы предпочитаем голубей, но также берем канареек, вьюрков, попугаев, любую другую домашнюю птицу. Куры хорошей физической формы обсуждаемо. Ладно, окей. Плакаты коронации Гортыша. Ой. Лорд Гортыш будет, это мы знаем. Пошли внутрь. A new face. Something to send? Don't be shy. Добро пожаловать в курьерскую службу побережья мечей. Мы служим, чтобы доставлять. Доставка не гарантируется. Ты на приколе? Ты на приколе, да? Доставка не гарантируется? Увы, мы были вынуждены изменить своим принципам. Сложно доставлять пакеты по назначению, когда в затылок нам дышит армия фанатиков. А теперь еще большая неприятность. Я отправлял, что можно, голубиной почтой, но теперь и на них кто-то стал нападать. Становись почтмейстером, Дан, за работу не бей лежачим. Только никто не предупреждал меня, что придется по ночам разыскивать голубиные трубики с письмами. Проницательность провалена. Я могу найти твоих голубей, запрошу за это не так уж много. Если тебя это не затруднит, буду обязан. Если найдешь и принесешь любые пропавшие письма, не вскрытые, конечно, заплачу тебе золотом. Давай, работа мне нужна. Это хорошо. Что тут у тебя? Плакаты коронации, Балдурский вестник, 1492 года, выпуск 83. Можно прочитать. Не ко двору. Сектантам в городе отнюдь не рады. Горожане на первом месте, утверждает Гортыш, в связи с наплывом беженцев. Усиленная охота на криминальные группировки дестабилизирует преступный мир. Стальная стража крепко держит преступность за горло. Первый балл открывает набор. Глубоководье пробирается через бюрократические препоны для отправки помощи. Стандарты по мясу и обыкновенная крыса. Советы осужденным. Окей. Журнал отправлений. Можно прочитать твой? Реестр отправления, открытый на последней странице. Отправление, запрос на приобретение голубей, письма с извинениями от почты. Именно газета «Балдурский вестник», внешний город для распространения, примечания, найти эстру для обещанного личного интервью, доклад о положении на фронте, сумки с реагентами, письма беженцев, да, письма беженцев. Букварь шванского языка. А ну-ка, хочу почитать. Я люблю читать. Чего не знаю. Учебник по местным диалектам калишманского языка, весь испращенный неаккуратными пометками. Мечтаете прогуляться по шумным улицам Калимпорта, заглянуть в переулок Брада и вдохнуть аромат асарта, доносящийся из кухонь? Хотите, чтобы местные жители уважительно кивали, узнавая вас Алимарифи? Тогда читайте дальше «Благородный путешественник» и «Полиглот». Посмотрите, какие лингвистические чудеса ждут вас в сияющих землях. Срочный доклад для герцога Рейвенгарда. Пропускать без задержек. Я могу его только украсть.
Я хочу его украсть. This calls for careful footwork. Срочный доклад для герцога Рейвенгарда. Сейчас открою, подожди. Дальше чуть-чуть отойду от него. Я вообще сейчас мотнусь в лагерь, понятно, и в лагере прочитаю. Открыть. Срочный доклад. Прочитать. Великому герцогу Рейвенгарду лично в руки. Выступив от лунных башен на запад, войска Абсолют захватили Ангавлет, а затем разделились на две армии. Первая армия, состоящая в основном из баргеров и людей, наемников и разбойников, осталась на северном берегу у Чиантары и выступила на запад по Скулдасской дороге. Она угрожает слезам Темпуса, и к тому времени, как мы будем читать это донесение, они, вероятно, уже падут. Вторая армия собрана в основном из гоблинов, 7 племен, населенных хоб-гоблинами. Они переправились на южный берег реки и движутся на запад мимо рассветного шпиля, угрожая в конечном итоге Ривингтону и Драконьему перекрестку. Командуют в обеих армиях дроу офицеры реки ренегаты, которых днем легко узнать по широкополым дающим тень шляпам. Южная армия не отличается дисциплиной, офицеров дроу в ней заметно меньше, так что я полагаю, что гоблины будут уязвимы для засад на полях к югу от Ривингтона. Мини-разведчик Шкинашкила. Разведчик. Разведчик, это хорошо. Это прекрасно. Может, с тобой надо поговорить, Уилл? Твой же папа. You've got something to say? Блин, он... у меня с ним, наверное, не очень хорошие отношения. Но почему? Должны быть хорошие, понимаешь? Он так ко мне просто... Типа, что-то хочешь сказать? You wish to consult me? Да нет, ничего я не хочу сказать. Жалобы на доставку почты и адресная книга. Ну, я хочу почитать. Сори, я люблю читать. Реестр пропавших посылок, открытый на последней странице. Арбакл Нит, недоставлена газета, слегка раздражен. Следующее уведомление об оплате за обучение в академии. Предпочел бы, чтобы эти письма так и не нашлись. Следующий мистический падальщик. Приглашение на похороны скорее помрет, чем снова обратиться в такую второсортную контору. О боже. Следующий железный флакон. Да вы знаете, кто мои родители, клянусь, что. Примечание: я буду очень признателен за все найденные и доставленные им нераспечатанными письма с пометкой «Запрос о грузе для почтмейстера Данза». Адресная книга. Адресная книга, из которой можно узнать, где живут самые выдающиеся горожане. Ну, я не буду это читать. Но промотала, может быть, вы захотите почитать. Вот тут, кстати, жизнь почтовых собак. А если вы забыли, Шкряб у нас почтовая собака. Этот журнал учета курьерских гончих покрыт пятнами засохшей слюны собачьей шерстью. Болвар. Блох нет, но много колтунов. Шерсть тусклая, из пасти смердит, лает до сих пор звучно. Хороший мальчик Шнея. Хорошая девочка, как всегда, шея блестит, изредка чешется. Не забывать проверить на блох. Шкряб. Все еще не нашелся. Скучаю по тебе, мальчик. Шкрябик, это ж твой дом. Че ты молчишь? Голуби, несущие курьерскую службу в городе, не заслуживают куда больше славы, чем та, что им достается. Взять, к примеру, Клювана, голубя 10 лет, который стал уже прапрапрадедушкой, но до сих пор доблестно выполняет свой благородный долг. Оранжевый клюв и угольно-черные крылья. Редкий балдурец не видел, как он... Что? Редкий балдурец не видел, как он черной молнией проносится над нашим прекрасным городом. Клюван разносил герцогские указы, объявления о свадьбах, экстренные извещения и многое другое, ни разу не проворковав ни единой жалобы. Кто из нас может похвастаться такой стойкой преданностью столь важной профессии? Рюкзак. Ладно, закрой дверь. А кто видит-то меня? Никто меня не видит, что ты врешь. Ладно. These boots have seen everything. Can't Right. keep me out. Ой, ты, наверное, не сможешь скрыть. А, повезло. Правда, смысла в этом не было. Ну, не важно.
Так, о, смотри, тут тоже куча писем. Давай я тоже почитаю. Если хочешь, не хочешь смотреть, как я читаю, то промотай. Лили Чесман, Академия Профс. Типа тут не очень важная инфа, просто интересно. Лили, дорогуся, мы с папусей поверить не можем, как нам повезло, что тебя приняли на учебу в ПРОВОС на полном обеспечении. Как раз перед тем, как разразился этот кризис с беженцами в городские ворота закрыли. Стоило это, конечно, всех денег мира, зато ты будешь в безопасности, пока опасность не минует. За нас не тревожься, в Ривингтоне все будет в порядке, покуда нас защищает стальная стража. И чтобы там ни было, чтобы ты не услыхала, не вздумай выезжать из города. Пока мы знаем, что ты жива и здорова в своей академии, оно и нам легче, мы справимся, ты же знаешь. Да благословит тебя Хельм, Лили, мамуся. Форма Н. Отказ в приеме. Имя просителя. Огненный кулак, с сожалением, сообщает, что вам отказано в праве зайти во врата Балдура. Причина — отметить все причины, относящиеся к делу. Уклончивые ответы на вопросы и подозрения в принадлежности к сектантам, отсутствие средств к существованию. Просители, получившие отказ, могут повторно обратиться за разрешением через десяток дней. Однако слишком частые обращения будут рассматриваться как домогательство и караться штрафом. Лорду Хеверфорду Гисту. Досточтимый лорд Эти имена меня ломают иногда. Хеверфорд Гист. Ваша репутация милосердного дворянина известна далеко за стенами врат Балдура. Тех самых стен, которые могли бы уберечь мою семью от культа Абсолют, если бы мы только смогли за ними укрыться. Однако огненный кулак в южной части Драконьего перекрестка не преклонен в своем отказе впустить нас. Молю вас, используйте свое влияние, чтобы послать им сообщение, разрешающее нам пройти. Мы будем в вечном долгу перед вами. Если вам понадобится умелый писец, я был бы готов работать за самую символическую плату. Писец Брим Ривингтон. Управляющему по персоналу Литейной стальной стражи. Приветствую, я опытный помощник кузнеца, сейчас застрял в Ривингтоне, но надеюсь скоро попасть в город. Когда я там окажусь, надеюсь, что вы со мной встретитесь в вашей прославленной Литейной, потому что мне понадобится работа, а что я умею лучше всего, так это молотом орудовать, ну и ясное дело клещами. В общем, не забудьте про меня, я скоро у вас объявлюсь, и сами тогда решайте, хотите ли вы меня нанять. Энтри, клещи, Бакстер. Все. У нас тут сидит голубь и голубь. Имя и звание. Отвечай быстро и толково. Мне опять кажется, что это голос Казадора. Почему? Это голос Казадора, нет? Потом услышите голос Казадора и вспомните то, что я вам говорила. Война против Абсолют. Понимаю, тоже в ней участвую. Против Абсолют? Чепуха. Вражеская пропаганда нарочно распространяет эти бредни для простачков. Not your fault you fell for it. You need a strong leader like myself to see the wood under the trees. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Triumpha. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Почему твой голос похож на Казадора? Ты перевоплотился? Говори, зачем пожаловала, бескрылая. У меня мало времени. Говорят, что в последнее время стали пропадать офицеры. Что с ними происходит? Дьявольски неприятная история. Лучшие наши летуны пропадают бесследно. Ресурсов для разведки у нас хватает, но мы знаем, что враг атакует с западного фланга соседней крыши. Придется избегать определенного квадрата. Больше не отдадим ни одного клюва проклятому врагу. Если пойдешь в ту зону, остерегайся знака бесперых крыльев. С той крыши не вернулся никто. Окей, а вы кто? A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. I've no need of a wingman. Commander Lightfeather will give you your briefing. Окей. Она открыла дверь снизу, будучи вверху. Окей. Типа, ладно. Почтовый ящик. Ну, я хочу посмотреть ваш почтовый ящик. When will I get to train the dogs again? Hi. Суровая женщина, настоящая надзирательница. She
She's mean. Она грубая. Отец God говорит, says что she'll она из меня toughen me сделает up. настоящего закаленного мужчину. Чем сильнее ты бьешь собаку, тем больнее она укусит в ответ. Well, that's why I need to Поэтому work я hard должен in the каждый день kennels работать в every псарне изо day всех to сил, get чтобы tough. закалиться. Dringo, Но get это... back to work. Но это And не you, хороший... what do you want? This is a private yard. Это же не есть хорошо, чел. Когда я только пришла, ты ужасно грубо обращалась с мальчиком. It's the only way to Только teach так him. его и можно He уму-разуму behaves научить. worse Он than ведет себя adults хуже иных and собак и makes гадит more больше. mess. Это один из ваших псов? Scratch! Oh, it's good to see you, boy. Shut up, Dringo, Заткнись, and get Дринго, back лучше to займись work. делом. And you've been Ты тоже slacking долго as well, прохлаждался, Scratch, милый boy. шкряб. О, This dog is шкрябик. property of Этот Sword пес Coast собственность Couriers. курьерской службы побережья I'll take him мечей, off так your что hands я now. его у тебя забираю. Он живет со мной, ты не можешь просто так его забрать. I can do Я могу whatever делать с I ним, что please. хочу. Это мой He's пес, а ты my dog. давай на выход. Now get Это out. частная земля. This is a private yard. Ты чё? Чё, слышишь? Чекай. Я скорее все кости тебе переломаю, чем позволю плохо обращаться с этим псом. Я хочу запугивания. You. Ты. Нет, ты этого не сделаешь. It's not Она just не только Scratch. со шкребом, так она со всеми She's always собаками hurting the плохо dogs. обращается. Shut your mouth, Заткни Dringo. пасть, Дринго. Последнее предупреждение. Last warning. Запугивание или обман? Запугивание. Убирайся с этой псарни, считай до 10. 1. 2. Fine. Ладно. You think you can do a better job Думаешь, что without ты me? лучше с ними справишься, Be my чем я. guest. Валяй, They're a попробуй. useless bunch Мне of все равно, mongrels. что свора бесполезных You're welcome to дворняк. Это свора. Подавись. О, ай, шкряб, ты где? Шкряб. You got rid of Я her. от нее избавилась. I'll do a Я буду better заботиться job о looking after these собаках dogs гораздо than лучше, чем she она. ever Обещаю, я буду did. стараться. I promise. Это хорошо, открой их. Ура, он открыл ее, Зола. Discussion. Или Зола. Mistress, go away. She was horrid. О, Густав. Mistress is gone. Mistress is gone. I mean, such terrible news. She will be missed. Мы спасли собачек. Шкряб куда делся? Вопрос. Шкряб. Пошли вернем шкряба. Вернись на место, где ты есть, куда ты убежал. Вообще. Здрасте, приехали. Кстати, котик. Обжора. I'm just a cat. Please, talk to Милашка. Vienna. Чего ты так боишься? Well, why are you so Чего nosy? ты с вопросами пристаешь? Ена тебя обижает, что ли? Vienna is my best friend. Она моя лучшая подруга, она She's добрая. Помоги ей. Мне не надо. Me? О, какой милый котик. Знаешь, что случилось с матерью Йены? Nothing good, I don't think. She was so very sick. Maybe she made like a cat and went off to spend her last life. Можно тебя погладить? Please don't. Окей, не надо. Не трогай его больше. Он милый, но он такой зашуганный почему-то. Не знаю, непонятно. Я не совсем понимаю, чего. Ой, аж заплакала почти. О, шкряб, вот ты. Че ты убежал-то? Nothing hurts anymore. It's certainly good to be Да back чего at же camp. хорошо в лагере. Тут I've всегда так missed the интересно smells. пахнет. Вот и славно. Здесь твой дом, и мы рады тебе. Indeed. And I'm Да, и sure Дринга Dringo will do a без great меня, job. уверен, He справится. always took Он good всегда care был of me. добр ко мне. Гейл, Шедоухарт и Минтара одобрили. Кек. Hope you're keeping well, friend. Все одобрили. Ну, все, кто рядом были, в смысле, в поле зрения. You smell very delicious, but I will not bite you. Ну. Милашка тоже. Правда, вызов собаки пропал. Теперь. Я не могу больше позвать шкряба на помощь. Я так понимаю.
Ну, в принципе, и фиг с ним. Тут мы тоже закончили. The Absolute Army is on our doorstep. You want to live? Get out of here before it's too late. Mummy keeps talking about some army, but she won't tell me anything about it. I'm not a baby. Would everyone please stop going on about the Absolute's army? Lord Gortash is going to sort it all out. You'll see. А, кстати, я видела... Где? Где я видела? Это где-то здесь вроде, да? Здесь вот лоза. А, это корни, я поняла. Я все поняла, но я сюда залез тоже. У меня есть полет, короче. Я смогу... вы можете тут все постоять, вот, не ходить за мной. А где, кстати, мы? А где мы? А ты хрен ли тут? Почему он здесь? Почему ты в лагере? Ладно, пропади пока. Пропади пока, говорю. Спасибо. Классно, когда есть полет. Ну вот, правда, очень классно. Нам сказали голуби, что здесь на крыше у нас что? У нас кто? Даже. Но так как я кошка с крыльями, но так как я без никого, мне нужно сохраниться, чтобы у меня получилось все сделать правильно. На самом деле, если вы хотите, сюда лучше прийти с Гейлом. Ну, я его не взяла, как бы, но anyway. Почему? А почему? Почему я его сюда не взяла? Можно было бы взять. Ну ладно, не обязательно. Тресу. Мяу. Милашка, ты замечаешь, что Тресом охраняет блестящее кольцо и стопку писем, которые лежат у ее лап. Боже, какая она милая, скриню. Судя по этой стопке писем, ты в ответе за пропажу почтовых голубей. Надо же, какая догадливая. Всякий знает, что голуби вторая из моих любимых лакомств. Письма бывают очень важными, не стоит поедать почтарей. Важность понятия относительная. Одному важно письмо, другому его урчащий голубый животик. Милашка, конечно. Но мы не будем ввязываться в семантическое трясение. Мне признался, я как раз собираюсь уходить. Чао. На другом конце города есть очень крупный птичник. Если ты уже выбрала здесь самые лакомые кусочки. Я не уйду, пока ты не пообещаешь прекратить охоту. Запугивание хорошее, обман хорошее, убеждение. Запугивание не хочу, на самом деле. Может, правда взять сюда этого? Давай убеждение попробую. Нормально. Я не уйду, пока ты не пообещаешь прекратить охоту на голубей. Of not having to make any further conversation with you. I concede. I'll be on my way. Так что я пойду. Хочется посетить несколько примечательных уголков в городе. Да, возможно, мои лапки скоро доберутся до пары любопытных полезных штучек. Если получится, можем даже обсудить обмен, хотя не факт. Все, Тара полетела. Милашка. Да, с ней можно будет поторговать, если найти ее позже. Что улетела? Если найти ее позже. Стопка писем. Что еще тут есть интересного? Голуби. Пропавшие письма есть. Я вот, правда, не помню, где именно она будет.
Господи. Да что такое? В городе она будет во вратах или она будет... Или она будет где-то в Ливингтоне? Ну, тоже где-то на крыше. Просто не помню где. Ладно, надо будет крышу облазить. Ну, или просто загуглить можно. Тут я не вижу. Так что, наверное, она все-таки... Ох. Ну, я сказала в город, наверное, она полетит туда. Да, отдать письма. На самом деле мы можем их вскрыть. Стопка писем. Телмина мертвая, это ничего хорошего не сулит. Их можно вскрыть, эти письма, но тогда вы не получите свою оплату. Но там ничего особо важного не будет, насколько я помню. Так что, в принципе, есть смысл отдать эти письма. Ну, мне, по крайней мере. О, убеждение. Попалось мне одно письмо интересное очень. Мои расценки немного подросли. Давай. 11, я не согласна. Убеждение. Вдохновение, в смысле. Неважно. Понятно. Хорошо. Просто дай мне письмо. Ну, запечатано, слава богам. Ты не представляешь, какую услугу она мне оказала. Прям гора с плеч. Да, деньги дай. Денег мне дай. 322. Вы вернули пропавшие письма и получили 322. Почему 322? Мог бы побольше дать. Ну, ладно. Что тут у вас за новости? To know all about Stelmane's murder? Hottest topic in Rivington. Apart from the March of the Absolute's army, I suppose. Got today's edition of the Baldur's Mouth Gazette right here. You want one? Давай газету. Excellent. You enjoy that one, all right? It's really gory. Дай почитать. Так, гильдия торговцев заявляет, искатели приключений спасли рынок магических предметов. Ритуальное убийство герцогини Стелмины в эльфийской песне остается нераскрытым. Беды почтмейстера Данза. Что с нашими письмами? Уже ничего, я их уже спасла. В лагере для беженцев открывается сбор пожертвований. Дайте немного, помогите многим. Напряжение между балдурцами и беженцами нарастает. Мы не можем рисковать, принимая шпионов Абсолют. Приближается коронация Гортыша. У врат Балдура скоро появится первый в истории эрцгерцог. Блорис Метавуха дает вам советы по экономии. Ну, так. Ну тогда. Не афит, правда. Плачущий бог сегодня рыдает. Наш отец Лорган умер. Убит. Что произошло? Я не хочу об этом говорить. Мое сердце скорбит. Окей. Ну ты не захочешь, чтобы другие захотят. Триада для детей. Читаем. Это легкое чтиво для самых юных прихожан начинается со следующего пассажа. На первый день Тир увидел несправедливость мира, хотя глаза его были слепые. На второй день Торн был убит и вернулся, чтобы служить истине. На третий день Ильматер плакал обо всем, что было раньше, и обо всем, что должно случиться. Узрите будущее охраны, Стальная Стража. Прочитай-ка. Наступает эра Стальной Стражи. Непреложная логика и безупречное суждение позволят этим сложным механизмам применять закон без ошибок и без колебаний. Почему мы должны рисковать жизнями храбрецов, надевших плащи городской стражи в схватках с обычными головорезами? Почему мы должны отдавать свободу граждан в руки порочных наглецов, получивших эти плащи по ошибке? Что ж, теперь об этом не придется волноваться, ведь на улице выходят механические Стальные Стражи.
о супах и голодании. Настоятельница Янис, отец Лорган, я вас умоляю вернуть к нам в лагерь вашу чудесную храмовую столовую. Моему малышу, в котором я души не чаю, очень понравилась ваша мясная жижа. Я не знаю, почему другие неблагодарные обратили нос. Сейчас я отдаю ему свою скудную пайку, но долго я так не протяну. Вечно ваша Фортуна Дипс. Дипс. Вестник. Это мы читали? Опа, это мы не читали. Призывы запретить помощь беженцам звучат в Ривингтоне. В жестоком убийстве благого отца Лоргана подозревается беженец. Следствие ведет дознаватель Валерия. Привет, это я. Если вдруг вы не знали, меня зовут Валерия, да. Армия Абсолют собирается вокруг лунных башен. Цирк из страны фей появляется в центре Ривингтона. Новобранцы кулака, только вы можете защитить врата Балдура. Хода нет, верхний город закрывается. Это не лучший вид. Предложение в Ласкишарес, 2 лусканских танца на коленях по цене одного со страусиными перьями. Вот. Если мы зайдем в воду, макияж не смылся. Но если мы используем губку, макияж смоется. Сарева Кончев, этюд страдания. Запись проповеди, произнесенной во вратах Балдура в 1368 году. Бал может многому научить нас о страданиях. Продержите вздохи изумления, моя терпеливая паства. Скоро вы сами убедитесь, что в этом спорном, на первый взгляд, утверждении есть смысл. Вы наверняка слышали самые разные слухи о недавно свергнутом великом герцоге Сариваке Анчеве. Все они правдивы. Это он поразил болезнью железа нашего народа, он убил герцога Элтона, и да, он хотел развязать кровавую войну между вратами Балдура и Амном. И ему это почти удалось. Все это он делал во имя того, чье имя вы должны знать, страшиться и никогда не произносить, во имя Баала. Это было совершенное убийство. Совершеннейшее убийство. Вот почему наша работа так важна, о благородное, измученное. Страдание должно быть уравновешено, облегчено. Мы должны принимать его удары на свои плечи, когда можем. Ибо если мы этого не сделаем, враги Господа нашего надыбе надавят, и страдания обрушатся под собственным весом, обращая мир, как мы его знаем, в кровавое месиво. Таковы ставки, мои страдающие агнцы, таков вес, который должны выдержать наши спины. Книга на полу. Кредо Господа на дыбе. Читай. Господь на дыбе, плача нас, и помысла вы это терпишь, да упадут твои тяжелые слезы, и дотерзает их соль глотки наши. Прими нашу боль, молим тебя, как мы избавляем от боли ближних наших, плачь в муках, и мы понесем твои слова тем, кто в них нуждается. Окей. Еще что тут? Список священных существ Сколфакса. Ух. Закладка Ильматари в этом злоупотребляющем аллитерациями труде ведет на следующую страницу. Крыло слон. Такой тактичный, толстокожий. Редко можно встретить, мой дорогой читатель, существо с таким благожелательным обликом, как у благородного крыса-слона. Крыло слона. Какая крыса? Какая крыса? Ни одна морщинка не омрачает его ангельского лика, и хотя их презрядно на его кожистой шкуре. По поводу морщинистой шкуры другие ангельские создания нагорят целестия гигантских размеров, так что, может быть, эта шкура натягивается, когда крылослон вырастает до обычных размеров небожителей. Впрочем, это лишь праздное размышление. В разговоре с Лулу, одной из представительниц их породы, я узнал, что крылослоны любой ценой отвращаются от пороков смертных и смотрят на мир земной с неизменным жизнелюбием и весельем. Я так и не смог выкинуть из головы эти фантазии о земной юдоли, и остается лишь надеяться, что когда-нибудь мы поднимемся до уровня представлений этих сознаний о нашем роде. Боевое руководство Ильматари. Многие интересуются, как храм Открытой Длани должен реагировать на акты насилия в отношении нашей паствы. Боже. Что ж, это очень непростая проблема. Мы должны полагаться на дары нашего страдающего Бога, чудеса исцеления. Если вы можете исцелить себя, своих прихожан или даже заблудшие умы ваших жестоких обидчиков, это и должно быть вашим подходом. Ибо мы не должны причинять страданий, а лишь облегчаем их. Кроме того, поблизости всегда найдется огненный кулак, чтобы разобраться с такими неприятными вещицами. Надеемся. А вот у нас и крылый слон. Валерия. Привет.
Валерия, дай заскринить тебя хоть. Послушайте, дознавательница, хоть Бригер и нарушал закон, но он совсем не убийца по натуре. Вы что-то упускаете, вам стоило бы... Хватит, Янис, ты только себя послушай, защищаешь того, кто жестоко зарезал вашего верховного жреца. Лики говорит всегда, Брилгор убивает отца Лоргана, потом то ли из чувства вины, то ли, повинуясь извращенной логике, закалывает тем же кинжалом. Закалывается. Дело закрыто. Слышь, ты чё? Куда пошла? Летела. I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Жрица Талос, если так, то ваш бог лицемер, Эльматор в свое время такое творил, куда там твои ругани. На самом деле, да, но давай не будем сейчас. Или давай, Иисус, давай будем. Лучше уж оскорбить чужие убеждения, чем не иметь никаких, наверное. Так, но все же. Думаю, ты говоришь верно. Плачущий ему хватает других печалей и похуже бранных слов. Особенно после того, что тут случилось. И что же тут случилось? Двое только что умерли на территории храма. Наш верховный жрец, отец Лорган, и один из недавно прибывших беженцев Брилгор. Дознаватель Валерия поспешила обвинить в убийстве Брилгора. Очень удобно виновный в политическом смысле. Какая прелестная ирония выйдет, если крылослон небожитель окажется неправ. Я в деле. Можешь осмотреть весь храм, но предупрежу сразу. Дознаватель слушать не станет, если не найти веского доказательства. Дознавательница. Так, как мне найти Валерию? Вернее всего в ласке Шарес. Обычно напивается там, когда раскрывает очередное дело. Вот вам и небожительница. Безгрешная, так сказать. Как думаешь, что мне следует искать? Валерия так и не нашла орудие убийства, стоит начать с этого. Вообще пригодится все, что докажет непричастность беженца. Можешь сказать, где мне найти Ширу Кларван? Сказать могу, но вряд ли вы сможете с ней увидеться. Шира умерла в прошлом году своей смертью. Мы похоронили ее в склепе под храмом. Наведайся туда, если хочешь. Я пойду. Яп. Окей. Давай мы еще тут дочитаем, что там лежит, и пойдем дальше осматривать место. Порядок службы Ильматери. Молитвенник, который почитатели искалеченного Бога используют в своих богослужениях. Здесь очень много псалмов о самобичевании. Миленько. Ничего не скажешь. Миленько. Ого, сколько... Ой, зелье. Ладно, не буду сбрывать. О, что за радостное ощущение. Прочитай. Отцу Сармали из храма Открытой Длани лично в руки. Полевой отчет. Бентон Благочестивый, 12 Марпинота, 1368 год. 12 Марпинота. Это месяц. Сегодня через мой маленький участок моста Огневухи проходила группа суровых искателей приключений, и я, естественно, поведал им о благости нашего искалеченного святого. И можете вы себе представить, что они мне ответили, архистрадающий? После того, как я предупредил их о греховном вреде самой извращенной разновидности магии, эти дегенераты заявили, что среди них есть чародеи. Чародеи! Они не стали слушать моих предупреждений о всем вырожденном колдовстве, не пожелали избавиться от бренного имущества и присоединиться к нашей пастве. Пастве. Почему я не могу с первого раза сказать слово паства? Пастве. Не пастве. В чем моя проблема вообще? Это ощущение в самой глубине живота, когда они бросали презрительные взгляды на мой жалкий вид. Какое изысканное святое страдание. Вы тут все немножко присобаченные, да? Книга брата Доника о супах королевств. На липких и зачастую чем-то забрызганных страницах приведены рецепты различных супов. Давайте прочитаем. Суп для макания. Бывает, что у тебя есть добрая краю хлеба, а ведь нет ничего лучше, чем макать хлеб в суп. Первое. В кастрюле разомни пюре, несколько хороших спелых помидоров, а если не лень, то и от шкурки очисти.
Второе. Нарежь половину луковицы. Ножом плашмя раздави пару зубчиков чеснока. Если найдутся травы, возьми трав, можно сушеных. Нарежь небольшой шмат сала или другого жира. Посыпь солью и перцем, добавь к помидорам. Третье. Поставь кастрюлю на огонь на полчаса или около того, чтобы суп загустел. Вылови кусочки лука, прекрасная закуска, и чеснока, пахучая закуска. Попробуй, выправь на соль. Четвертое. Приятного аппетита. Попробуй с хлебом, кусочком сыра или просто черпай руками, если больше ничего не найдется. Дальше. Картофельный чаудер. Слушай, если есть только картошка, то надо готовить картофельный суп. В этом супе картошка не такая ужасная. Первое. Положи сало в кастрюлю побольше. Когда сало растопится, нагреется, добавь все заранее тонко нарезанные ароматные овощи, лук, порей, чеснок, лук. Посоли, чтобы раскрыть вкус. Второе. Когда овощи станут мягкими и будут источать чудесный запах, всыпь любой муки, которая найдется в доме, и перемешивай блюдо, чтобы не пригорело. Примечание для себя: тут очень важно, чтобы не пригорело, надо выделить. 2,5. Следи, чтобы не пригорело, не то гадость получится. 3. Если ты отличаешься прихотливостью, у тебя найдется вино или рядом есть удобный богатый монастырский винный погреб, то влей немного вина и подожди, пока выпарится. Затем добавь молоко, не надо, никакого молока, забудьте про молоко. Затем добавь мелко порезанный картофель и побольше жидкости. Только на этот раз не вина, а не то на утро будет болеть голова. 4. Вари полчаса или около того, пока картофель не станет мягким и нежным, и разомни его в пюре. Если у тебя есть какие-то молочные продукты, сыр, молоко и тому подобное, добавь их сейчас, чтобы результат вышел еще вкуснее. Не забывайте про молоко. Я передумала, молоко все-таки можно. В будущее гляжу, так сказать. Страдающие массы. Наложи мазь на шрам и... Наложить мазь на шрам или зашить разрезанную кожу просто. Но найти лекарство для души. Для недуга, засевшего в черепной коробке в сердце. Тут не обойтись простой припаркой. Мы, верные, измученные, должны упражняться во внимательном слушании и надеяться, что, излив свои печали запинающимся голосом, страдающий утешится. Мы должны знать, какие слова и когда следует произносить в гнетущей тишине, но более всего, когда следует дать место спокойному размышлению. Чуть не сказала опять покойному. Покойному размышлению. Новое богохульство, кровоиспускание и кровавая магия. Начертано на официальном пергаменте дома искалеченного бога собственноручно досточтимой матерью, настоятельницей, плетоносицей Катрин. Будьте бдительны, мои верные, ибо распространились среди паствы искалеченного... Почему тут дважды распространились? Слухи и еретические предположения. Если вам предлагают переливание крови, то без промедления сообщите об этом настоятелю своего храма. Это не исцелит вас, это не спасет вас. Для истинных страданий во имя Господа нашего надыбия ваша собственная кровь должна терпеть. Мило. Конечно, очень мило. Но... Извините, а вы точно доктор? Бум-бум. О, тут можно побеседовать. Беседовать с отцом. А что у него есть? Ключик у него есть. Ключ беру. И беседовать тоже буду. The corpse regards you lifelessly. Так. Как ты умер? Отравленный кинжал, паралич. Угу. Где на тебя напали? В туннеле из подвала убежища. Кто убил тебя? Дварф, одет в красное. Почему он тебя убил? Мы не знаем, почему. Что ты делал до того, как тебя убили? Прятал какого-то чела. Угу. Ты, сестра Роза Кающаяся. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Ого, мило. Я выясню, как умер Лорган. Хочу задать несколько вопросов. What do you want to know? О, с тобой можно поторговать? А что у тебя продается? Понятненько, ладно, ничего у тебя не продается, забудь. Насколько серьезно он был ранен? Ему отрезали руку. Рассекли мясо и кость. Я нашла в одной из его ран парализир. Ну да, это он же нам сказал за яд. Когда ему резали руку, Лорган был еще жив, но даже кричать не мог. Это кошмарно.
Да-да. We give them Мы everything. отдали им все, а в ответ All получили we только get is труп nothing хорошего but a человека. good man to bury. Она думает, что это беженец, да? Походу. Что тут у нас? Конец страдания. Давай почитаем. В этой рукописи описываются различные обряды для умерших и умирающих. Пусть свет вечной терпимости ведет жалкого слугу твоего к миру. В кровавом милосердии услышь мою молитву. Наши пылкие мольбы привели эту душу к твоим изъеденным слезами глазам. Господи, моргни и позволь ей отправиться в грезы. Яд иссяк, болезнью тихла, освобождая тело это от недугов, я припоручаю его душу твоим заботам. Аптечная энциклопедия, автор Сандра Толяр. Уголок одной страницы в этом медицинском трактате загибали чаще, чем остальные. Волшебный паралич, обычные причины употребления цветка шипа древа, глубокая монашеская медитация, любопытные минлоки, различные яды, дар карабасана, господи, я поставила 4 карабаса, чулский экстракт и так далее, нелюбопытные минлоки, лечебные средства, целительные преграждения, эликсир восстановления. Угу. Вроде ничего больше нет такого важного. Ага, это наверх. Это выход к цирку. Выход к цирку — это хорошо. Однако, я бы хотела сходить в другое место. Сюда. Кстати, тут все вот эти штуки все красненькие, но я их все взломаю, потому что надо. Ой, сколько тут читать, вообще жесть. Делать мебель легко. Сундук с ложным дном. Практическое руководство по изготовлению мебели. Ложное дно не какая-то ненужная роскошь, а надежный способ предотвратить превращение ваших самых ценных сокровищ из ваших в чужие, любопытных детей, шныряющих по дому гостей, и даже чрезмерно ретивых городских стражников поставит в тупик этот простой трюк. Сколотите сундук. Руководство вы найдете в книге «Строим по кусочкам. Часть 2». Выпилите доску по размерам дна внутри сундука. Обязательно подберите подходящую текстуру и оттенок древесины. Прибейте несколько винных пробок к изначальному основанию сундука. Проделайте в новом дне маленькое отверстие. Опустите новое дно в сундук. Если нужно будет снять фальш-дно, используйте длинный загнутый гвоздь. Так можно поднять дно и достать то, что под ним лежит. Ухоженный сад. Экуменическое руководство по выращиванию целебных трав для верующих всех религий и конфессий. К кому бы вы ни обращались в свои молитвы, все нуждаются в исцелении, а на каждую поцарапанную коленку чудес не оберешься. Вот тут-то и приходит на помощь священное искусство взращивания аптекарского огорода. Что выращивать? Лечение. Зонтик воровской лучше всего выращивать в темноте или полумраке, можно даже сажать в подвалах, потрясающий гриб. Бальзамин – длинный тонкий цветок, который хорошо растет высоко в горах и прохладных условиях. Желтая мускутная лиана, с ней все несколько сложнее. Это растение питается человеческими трупами, что плохо согласуется с огромным большинством религий. Но подумайте, как его культивация сэкономит место на кладбище. Что выращивать? Яды. Полынь. При правильной обработке это растение исцелит отравление любым ядом, но воняет вам страшно, запах стоит на весь храм. Реестр мертвоговорящих храма. Смерть зачастую является причиной или, в свою очередь, следствием дисбаланса страданий. В таких случаях жрец должен пообщаться с духом умершего, чтобы выяснить, можно ли устранить дисбаланс. Просим перечислить квалифицированных говорящих с мертвыми в вашем храме. Говорящий с мертвыми храм открыт в Лане. Покинула, умерла, умер. У них не осталось говорящих с мертвыми. Внизу страницы от руки прописано. Срочно подайте заявки на обучение говорящего с мертвыми. К следующей инспекции у нас должен быть хотя бы один. Давайте обыщем сундучки. Сундучки всякие, книжечки тоже надо прочитать. Вот, например, Отец Лорган, том 1, медитация, мемуары. 9 шагов к его адскому трону. В этой главе перечислены все 9 слов преисподней, их правители и характер соответствующего ритуального предмета, необходимого, чтобы заглянуть туда хоть одним глазком. А верно. Эрцгерцогиня Зариэль, гелиотроп, обрамляющий осколок кости. Дис, эрцгерцог, диспатер, руда адского железа. Минаврос, мамон, золотая монета, каменевшая в едком торфе. Флегетон, Фьорна, ее отец, эрцгерцог, Белил.
Белиал, вечно горящий пепел, идеально уравновешенный на каменной чешуйке. Стигия, Левистус, угольно-черный глаз, застывшие в кристалле из собственных слез. Малиболь, эрцгерцогиня Глассия, корона, запятанная кровью в троих законных правителей. Маладамини, эрцгерцог Вельзевул, горийская муха, откормленная кровью просителя. Кания, эрцгерцог Мефистофель, единственный и драгоценный текст, сожженный дотла. Нессус, владыка Асмодей, все известные субстанции приводят к немедленному исчезновению просителя. Чудесно, просто чудесно. О, это мне. Я беру. Если вам не интересно чтение, то, в принципе, наверное, можно и закончить, потому что я думаю, что я сейчас прочитаю абсолютно все в этой комнате, тут довольно много, наверное. Ну, я не уверена, много ли. А потом я обыщу все сундуки, и, возможно, на этом мы закончим. Или, короче, промотайте просто там, где я не читаю, да и все. Если не хотите. А если хотите, то не мотайте тогда. Безумие нападения. Эта театральная программка явно очень старая, но жирный шрифт на ней сохранился, на удивление, неплохо. Всего один сезон. Смотрите пьесу, которая произвела настоящий фурор в Театре Вечного Света Эл Туриэля. Странствующая труппа «Острые языки» представляет безумие падения и трагедия в 4 актах. Акт 1. О канувшем в забвении королевстве Нетирил, величайшей империи волшебников в эпоху расцвета человечества. Акт 2. О великом маге Карсусе, его возвышении до божества, падении и учиненной им разрухи. Акт 3. О падении королевства Нетирил, 1000 лет во браке под влиянием Шар. Акт 4. О возрождении Нетирила и опустившейся на землю тьме. Пьеса «Безумие и падение», принадлежащая перу великого барда Кагана Фега, представляет в истинном свете историю о парящем нетирийском граде Тултантар и его полном драматизма возвращении после 1000 лет изгнания на теневом плане Шар. Страданиями лучших чудотворств побережья решающая битва над Миф-Драннером, воссоздана в мельчайших деталях. Группа «Острые языки» идет во врата Балдура, не пропустите это грандиозное представление, или потом будете 10 лет лить горькие слезы сожаления. Фух, у меня уже язык заплетается читать сильно. Трактат о болезнях нервических и мозговых. Ко мне обратилась женщина, кою далее я буду именовать Р, в крайнем расстройстве по причине необычно яростного поведения ее мужа, коего я далее буду именовать Б. 3 месяцами ранее он страдал от ночного потоотделения и крика во сне. Он кричал, что он носит знак хаоса. 2 месяцами ранее он взял привычку называть себя Саривак. Ага. Запоминаем эту штуку. Месяц назад он перестал говорить о чем бы то ни было, кроме трона, которому он предназначен. Я навестил Б в их семейном доме на ферме. Он спокойно сидел за столом, прижимая к груди неизвестный том. Я не нашел на нем ни проклятия, ни гадкого духа, никакого присутствия магии. Тем не менее, когда я поднес к его лицу свечу, осветил его, он воздел ввысь свою книгу и возгласил: «Смерти, что несут, они должны пробудить отца, и через них он возвысится». Я выхватил книгу из его руки и бросил ее в очаг, где она и запылала. Не красным и не желтым пламенем, но совершенно черным. От нее остался единственный огарок, гласивший: «Он предвидел свою грядущую смерть и засеял своей сутью всю землю целиком». Бесс содрогнулся и вздохнул, как будто пробуждаясь от кошмара. Он не помнил ни книги, ни слов, которые говорил. Диагноз: захват центра управления нервной деятельности неизвестной посторонней сущностью, лечение, травяная настойка чеснока и драцены 3 в день до исчезновения симптомов нервного истощения. Ну, как сказать. Мемуары, том 1, сестра Кларван. В этой книге подробно описывается путь веры некой Ширы Кларван. О, кстати, Шира Кларван — это та женщина, к которой нам нужно прийти. Как мы уже знаем, она мертвая. Женщина, которой дух из амулета попросил принести этот амулет. Движение от света, так он всегда это называл, а мне казалось чересчур. Луч утреннего света омрачает день, продолжал настаивать он. Я просто не могу воспринимать это так же. Я умею утешать, умею слушать, умею лечить. Естественно, что мои таланты лучше всего проявляются в поклонении Ильматеру. Я не держу зла на повелителя Зари, я даже думаю, что в моем сердце всегда будет сиять луч его света. И еще я волнуюсь. Что-то мелькает в папиных глазах, когда он говорит о свете, и это что-то мне не нравится. На следующей неделе я отправляюсь во врата Балдура, в храм Открытой Длани. Может, там мне скажут, что за хворь поразила отца. Святейшие проповеди Летоносной Катрин. Сборник проповедей Летоносицы Катрин, составленный по случаю ее возвышения из верховной жрицы храма Открытой Длани до почтенной матери и настоятельницы дома искалеченного бога. О, жалкие измученные, мы живем в проклятые времена, так охотно наш народ припадает к мольбе к сосцам города нашего. Сосцам?
И так щедры сосцы эти, что никто не вспоминает о нашем искалеченном боге. Плач зловонных масс должен по справедливости струиться в обожженные кровью уши Ильматора, а не в руки бесполезных бюрократов. Вопрос, который часто вертится на языке у преданных Ильматору несчастных, таков. Кому он велит нам помогать и как нам помочь им? Ответ прост. Мы должны дать этим жалким и убогим душам способ помочь самим себе. Работающее знание и обучение Ильматора. Ильматари. Почему учение Ильматари? Но сам бог их называется Ильматер. Ильматер. Учение Ильматари. Ну ладно, окей. Если эти несчастные не знают, как направить свои страдания плачущему богу, как мы можем ждать, что он заступится за них? Вдумайтесь в эти слова, дети мои. Ой, вот это у вас, конечно, тут поднастрано. Заколебусь читать. Это я возьму себе. Медитация, том 1, отец Лорган. В этой рукописи настоятельницы Яни собраны различные проповеди отца Лоргана, верховного жреца храма Открытой Длани. Не путайте, братья, чудеса, которые творит собравшееся общество с приказами тех, кто стоит на его вершине. Долг верного измученного – ваш долг знать, когда эти приказы порождают несправедливое страдание. Долг этот нелегкий, и он оставит вам шрамы на руках, когда вы понесете его, как и должно быть. Мы всегда должны держать в голове главное. Страдание – это еще не святость. Страдание – это следствие выполнения священного долга. Ильматор не наслаждается болью, друзья, он терпит ее, потому что это справедливо. Наша собственная боль – это приемлемая цена, но она не является благом само по себе. Ух, как много. Некоторые могут спросить, если ваш бог так любит вас, то почему он позволяет вам страдать? Почему он хоть кому-то позволяет страдать? Вопрос этот риторический, но на него есть ответ. Нельзя исцелиться, сперва не пострадав. Нельзя по-настоящему познать радость, не познав ее отсутствие. Но и жить жизнью, наполненной только отсутствием и страданиями, значит знать только одно. Мы же стремимся к равновесию во имя Господа над ими, ибо это правильно и справедливо. Интересно вы. Знаете. Что тут? Азурит. Элестрей среброволосая госпожа. Я уже про Астариана подумала, господи. Не упуская ни одну и даже самые незначительные детали, эта книга дает читателю полное представление о жизни, смерти, возрождении дочери Лос и Карелона Ларитиана, богини Элестрей. Один из абзацев звучит так. Важное замечание. Бессмертные, такие как Элестрей, смотрят на отношения иначе, чем мы. Даже у самых страстных и живых богов, таких как она, взгляд холоден и отстранен. Подумайте о театре отчуждения Телемуна. Зритель каким-то образом отстранен от действия пьесы, но при этом погружен в происходящее. Именно так мыслят божества. Именно так они смотрят на мир, из зрительного зала ледяной бесконечности на самых дальних рядах. Неудивительно, что когда Элестрей одержала победу над матерью, она смеялась и плакала с одинаковой яростной энергией. Таинственный Муншей. Книга написана очень напыщенным языком, но, тем не менее, дает вполне неплохое представление об островах Муншей, архипелаге, расположенном к западу от побережья Мечей. Один из отрывков гласит: Канамей, королева могучих мускулистых великанов-фоморов, взяла курс на Муншейский остров Аман и вместе со своими верными сородичами захватила его силой. По скромному мнению автора сих строк, непрекращающееся нарушение страной фей всех мыслимых законов и обычаев, чему пример вторжения Канамей в наше царство, есть оскорбление гордости любого рационально мыслящего индивидуума. Моральный долг всякого, кто способен держать оружие, поплыть, полететь, да хоть как-то добраться до Амана или другого подобного кишащего феями места и дать отпор такой дерзости с великим жаром и рвением. Так. Ну тут вроде как все, только вот Божественное Вознесение прочитать, и можно вскрывать ссылки. Божественное Вознесение Ильматора. Выцветший текст на потрепанном пергаменте. Это иксеносская рукопись, датируется IV веком. И ходил он среди нас, и в тот краткий и яркий миг прослезился плачущий бог на нашей земле слезами счастливейшего из верующих. Взял он от роди Гиены предотвратительнейшее дитя убийства и заключил в свое нерушимое объятие. И по совершеннейшему знанию его вошел он с отродьем в море падающих звезд, и царапалось, кричало, рвалось и металось дитя. Но не разжимал он объятия, и когда море окрасилось в красный от божественной крови, стих вой и скрежет зубовый.
И мертва была тварь. Я отвернула слуги, его не осталось и следа, кроме скромного железного шлема, который выбросила на берег. И не осталось на нем ни пятнышка ржавчины, ни царапин. Все, можно вскрывать. Господи, спасибо, я дочитала. Это было долго, да, это было относительно долго, но я справилась. Кстати, просто вскрой это все, пожалуйста, спасибо. Я немножко помолчу. Can't give up now. What's inside? Wonder if the gods are watching me. Oh, my hand slipped. This chest is deeper than it looks. A double bottom, of course. Двойное дно. Тут у нас двойное дно. Исповеди, том 1, отец Лорган. Последняя запись в этом дневнике отличается особенно сильным помарками, многие слова перечеркнуты и приписаны. Я пишу из подвала храма, теперь это единственное место, где я чувствую близость к Оле Ильматора. Взгляд мой скользит по гербам, за которыми прячется мой грех, и я задаюсь вопросом, да кто они такие, чтобы судить? Они кричат, что те, кто приходит к нам на порог окровавленные, избитые, бегущие от орд еретиков грязные, ненужные твари, что их следует гнать прочь. Что за преступление принудить их пригласить в город? Но если я должен сломать спину, чтобы другие могли шагнуть к свету, то так тому и быть. Ну, кстати, отец Лорган по факту вполне себе хорошо себя показал, если он был за беженцев, понимая, что этим людям сейчас плохо, и пытался им хоть как-то помочь и приютить, то, ну, я считаю, что он поступил очень по справедливости, скажем так. У меня чтение, аж слезы появились на глазах. Печеньки. Печеньки? Ну-ка. Альвин Фильдрик по прозванию Одеялка раздался в состоянии бедняка, умер на руках у друзей. Его нам будет всегда не доставать. От крови. Брилгар пал жертвой яростной злобы и забрал с собой отца Лоргана, да простит его Ильматор. Это тот беженец, про которого думают, что он убийца, что он убил Лоргана и затем следом себя самого. Брилгар. Вы достаньте его, пожалуйста. Ну да, он очевидно пустой. Давай поговорим с ним. The corpse regards you lifelessly. Кто убил тебя? Дварф в красном, незнакомый. Ну, то есть не он сам себя убил. Тот же дварф, который убил Лоргана. Где? Нет, подожди, как? Почему? Почему он тебе помогал? Кулаки искали меня, надо было прятаться. Ты был один? Где ты умер? Спрятанные туннели под храмом. Как мне найти туннели? Спрятанные. Ну, короче, беженец-то наш не виноват, нифига. По крайней мере, не этот. Давайте его обратно положим, наверное. Невозможно взять. Кто может взять его? Бери. Я просто не хочу его оставлять. Чела жалко немножко. Жалко закопать обратно нельзя. Это было бы более уважительно, что ли. Ну, в принципе, ладно. Я, по крайней мере, положила его обратно в гроб. Что у нас по времени? Можно, в принципе, и заканчивать. Ну, давайте еще вот здесь походим.
Это куда ход? А, это просто... Ой, красивый вид, смотри. Ой, как красиво тут. Не-не-не. Вот ты. I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Почему ты собираешь свою кухню? Потому что суповая кухня не нужна, если кормить супом некого. И вообще, отца Лоргана больше нет. Убили его. А убийство на беженцев повесили. Ты думаешь, его... Не, давай, как ты думаешь, кому была нужна смерть отца Лоргана? Некоторым было не по вкусу, что он с беженцами возится, но вряд ли его за это могли убить. Надеюсь, что так. Иначе подумать страшно. Вот, люк, украшенный деревянный люк, нам сюда. Ну, мы пойдем туда в следующей серии. Сейчас давайте закончим, пока у меня еще язык может хоть немного говорить. Наверное, не стоит так дофига читать за один раз. Вслух, в смысле. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.